Приветик. Привет, привет, все получилось. Приветик всем. У меня и хорошие новости, и не очень. Я сегодня целый день, ну, помимо того, что я проверяла ваши домашние задания, и не допроверяла все равно. Обещаю, что проверю все-таки 100%. Но помимо этого я вязала образцы для своего свитерочка, чтобы распределить красиво свой жаккард. Вязала я это все вязала, и, ну, так случалось, что мне ничего не нравилось. Да, вот, грустная, потому что мне ничего не нравилось. Я в голове держала себе одну картинку, но о, Санёк, приветик. Но у меня в итоге получалось все не так, как я хотела. И в итоге, в самом-самом последнем итоге, я просто проанализировала все свои образцы и решила просто записать, зарисовать свой жаккард на листочек со своими цветами, которыми именно я ой, сейчас давайте я помашу, которыми именно я собираюсь вязать. То есть вот как у меня в голове: добрый вечер, красотулечка, страху-то нагнали с этими блоками. Ой, сейчас скажу по поводу этого. Короче, я вот сама не знаю, что будет получаться, и грустно еще потому, что я не связала ни одного рядочка своего жаккарда, потому что я вот занималась чисто приготовительными работами. Даже я распустила один рядок, потому что решила, что тот цвет мне не подходит. В образце мне он не понравился. Вот, короче, что я сделала? Я нарисовала свой жаккард заново, и именно с теми цветами, которые я буду использовать. Вот мой предыдущий жаккард был просто нарисован с головы, цвета, да, какие хотелось, а здесь уже те цвета, которые буду использовать. Вот будем сейчас с вами вязать. Грустно еще потому, что я вам сегодня не покажу убавки, потому что мы точно с вами не свяжем 9 рядов. Но, скорее всего, у меня будет возможность на выходных провести эфир дневной, как вот мы с вами делали 2 недели назад, да, и, наверное, на выходных вам как раз эти убавки покажу. Давайте в эфире вязать. Вот сейчас в эфире вязать и будем. Помашу. Еще не все присоединились. Я бы хотела про Телеграм сказать чуть позже, но давайте скажу в начале, потому что в начале одни зрители, в конце уже другие. Саша мой в нашем чате Telegram, он закрепил некоторое сообщение, в котором очень подробно написано, что делать именно сейчас перед блокировкой. Неизвестно, заблокирует или нет Telegram, но возможно такое. Вот он там написал шаги конкретные, что нужно сделать, если, чтобы предотвратить эту блокировку. Поэтому обязательно все в чат зайдите, ссылки в чат я всем кидала, 100% у вас есть, даже если вы в чате не сидите, зайдите в чат и нажмите на закрепленное сообщение, и там все будет. Сделайте то, что там написано. Это бесплатно, сразу говорю, не переживайте ни за что. Я еще в Телеграме, в канале опубликую эту информацию, и если вдруг случится так, что нас прервут и что-то заблокируют, тогда пишите мне в директ или Саше, и мы будем вам помогать. Ну, в любом случае, у нас есть закрытый профиль Инстаграм, и там я смогу выкладывать всю информацию. Там еще тоже можем с вами эти вопросы решать. Поэтому не теряйтесь ни в коем случае. Надеюсь, что мы доведем наш интенсив, и все будет в порядке. Но подстраховаться стоит. Вот, по поводу "Телеграма" в личные сообщения мне не пишите вопросы вот сейчас, потому что в инструкции все есть. Я говорю писать в личные сообщения или Саше, или если вы что-то где-то пропустили, прослушали и вас заблокировали, тогда уже, в директ куда-нибудь пишите. Ну, потому что нет смысла мне каждому писать отдельно сейчас, там есть вся информация в чате. Сейчас я помашу. Ну вот. Сегодня мы начинаем с вами вязать жаккард со мной. Буду сейчас с вами это делать. Я еще вчера не рассказала очень важную вещь по поводу центра нашего узора, потому что у каждого свой жаккард, и нужно обязательно
обратить внимание на то, где у вас будет середина жаккарда, середина вязания, середина кокетки, потому что часто бывает, что узор требует быть в центре. Есть такие узоры, которые непонятны или слишком мелкие, и можно там как угодно их вязать. А есть именно вот четкие там какие-нибудь ромбы, и ромб большой, или звездочка большая, снежинка большая. Ее желательно размещать вот по центру. Сейчас я тоже об этом расскажу. Если у вас будут вопросы, и есть вопросы по поводу нашего вот этого всего, что мы с вами делаем, вяжем вместе, пишите сейчас, буду отвечать, ну и потихоньку будем вязать. Заодно как раз посмотрим, что там у меня с жаккардом и как я буду его вязать. Сама еще не знаю, потому что не начинала. Приветик всем, кто присоединяется. Ну, давайте начнем. Вопросы жду ваши, пишите. Сейчас камеру буду переворачивать и показывать, как отцентрировать узор. Кстати, напишите еще, приветик, Наталья, напишите еще, пожалуйста, по поводу того, на каком вы сейчас этапе, кто что вяжет, кто что рассчитывает. Я стараюсь заглядывать как можно быстрее в ваши личные сообщения, но не удается все равно все быстро прочитать. Мне интересно, успеваете ли вы связать, все ли у вас в порядке. Пишите. Так, это мое вязание. Как всегда, эти процедуры. Поднять камеру. Так, я кокетку и шрак. Ой, хорошо, я уже вас ДЗ закидала с 10 числа. Хорошо, буду смотреть. Дело в том, что я уже рассказывала об этом, у меня Телеграм показывает сообщение, дату показывает последнего сообщения. Если вы написали одно сообщение 10 числа, а следующее 11, а следующее 12, то мне ваши все сообщения, они разместятся наверху, потому что Telegram смотрит по последнему сообщению. Так, сейчас все соединяю в круг. Отлично. Жду ниточки, проверку ДЗ. Екатерина, выслали вам посылку вчера, не, позавчера. Ну вот когда я говорила, во вторник, позавчера, да, я скину вам ссылку для отслеживания. Первый рукав вяжу, второй вяжу. Хорошо. Я так долго зрела и вот решила, смотрю на "Ютубе" третий выпуск. Правильно, вот это молодцы вы. Остановилась на вчерашнем, так как пропустила из-за работы. Сейчас посмотрю и потом запись вчерашнего нагоню ночью. Это хорошо. Довязываю второй рукав, но мне они кажутся очень узкими. Елена, сделайте одного рукава ВТО и посмотрите. Начала кокетку, вяжу третий рядочек. Супер. Сегодня скинула расчеты кокетки. Ну, отлично, молодцы. Пока не нашла того, кто вяжет, только начал спинку вперед, все в основном уже или рукава, или кокетку. Отлично. Так, что насчет того, как это все центрировать? У меня вообще, в принципе, вот мой первый узор, его можно и размещать так, он не слишком широкий, как угодно, да, можно, но все таки я решила, чтобы вот эта вот, у меня клеточка была примерно посередине. Она у меня не будет четко посередине, потому что у меня четное количество петель. Вот смотрите, вот моя спинка, это как раз мой росток, вот моя спинка, она 70 петель имеет. Я начинаю вязать со спинки. Если у вас, давайте я нарисую, тоже это покажу. Если у вас, как у меня, четное количество раппортов, давайте я это нарисую где-то, ну, здесь, почему бы нет. Если у вас четное количество раппортов, вот я опять нарисую эту нашу чебурашку, это наша кокетка, это вперед, это спинка, ну, например, четное у меня 18, по-моему, раппортов. И если у вас нечетное количество петель, это вперед, это ой, петель, не петель, а раппортов, ну, предположим, 17, вы берете центр вашего изделия. Правильно, для того, чтобы у вас по центру размещался узор. И в одном случае, вот когда у вас будет 18 раппортов, получается, за счет того, что четное количество, с одной стороны будет одно количество раппортов и с другой. И вот если смотреть, рисовать вот так раппорты, то у вас получится как раз и на спинке, и по переду центр между раппортами. Спереди центр между раппортами и на спинке. Если у вас нечетное количество
раппортов, тогда, например, напереди у вас центр будет между раппортами, а на спинке, ну, посерединке. Либо наоборот, либо попереду будет посерединке разделять центр раппорт, а по спинке будет центр разделять 2 раппорта. Вот, у меня 18, у меня четная, поэтому я беру свою спинку. Значит, по центру спинки у меня здесь будет разделение: один раппорт вправо, второй влево. Я взяла свою спинку, нашла серединку. Вот отметила маркером 35 петель серединки спинки. И пошла от этих, это у меня будет, как раз между моими раппортами место. И пошла как раз в сторону начала моего ряда отсчитывать раппорты. У меня 12 петель в раппорте, вот я 12 петель отсчитала, поставила маркер, 12 отсчитала, поставила маркер и посчитала оставшиеся петли. У меня здесь осталось, по-моему, 11 петель. И я отметила, вот, так как мы вяжем слева, простите, так как мы вяжем справа налево, я как раз отметила слева направо эти 10-11 петель и поставила место, где у меня начало ряда. Вот моё начало ряда, и поэтому сейчас я буду начинать не с первой петельки, а вот со следующей, для того, чтобы у меня как раз по центру спинки примерно была серединка. И то же самое будет спереди. Если я провяжу круг, у меня тоже спереди будет этот центр. Ну, вот так я это рассчитываю, вам тоже советую таким образом сделать. Маркеры можно убрать. Это я вот для счета и для того, чтобы вам было видно. Заканчиваю кокетку, из-за невнимательности пришлось 3 раза распускать, немного смещался узор. Ой, это вообще идеально, тем более, если еще и распускали. Я скинула свитерок, о, уже связаны, супер. Я буду скорее публиковать ваши работы в закрытом профиле. Рукава довязала, надо считать кокетку, пока некогда, хорошо. Второй рукав вяжу, тоже хорошо. Я из-за болезни как раз спинку и вперед, надеюсь, догоню. Ну, если вы хотите догнать, то догоните. Так, вяжу кокетку, хорошо. Колдую над образцом жаккарда, тоже хорошо. Все сделала сегодня, начну жаккард, отлично. Начала кокетку, супер. Вы молодцы, девочки. Завтра начну образец для кокетки, в круг соединила, отлично. Связала рукава и тушку, сделала ВТО и готовлю кокетку расчет. Отлично. Сегодня скинула расчет кокетки. Очень хорошо. Ну, вы молодцы все, прям вообще, девочки, молодцы. Так, давайте вязать. Что у меня здесь? У меня тут начало ряда, я вешаю маркер на начало ряда и, ставлю точечку. Я, как правило, просто ставлю точечки, отмечая, какой ряд я сейчас вяжу. Ой, начинаю я с 3 зеленых. Беру я свои 3 зеленых. У меня тут такой кавардак, не хватает пряжи, и я не знаю, что делать. Распускаю некоторые свои образцы, которые я давно вязала из этой пряжи. Надеюсь, что-нибудь получится. Так, провязываю 3 зеленые. Дальше у меня идет 4 молочные. Вот как раз с этими молочными беда, у меня их не хватает. 4 молочные, раз, 2, 3, 4. Потом у меня одна темно-розовая. Ой, даже, да, темно-розовая. Сейчас буду путаться. Так, на стадии соединения в круг. Отлично, девочки, молодцы. Я тоже расчет кокетки и рукава сегодня скинула. Хорошо. Всем привет. Сделала расчет кокетки. После эфира проверю еще раз и скину на проверку. Отлично. Молодцы, девочки. И меня очень это радует. Я переживала, что, возможно, кто-то что-то не успеет, но я чувствую, что очень много тех, кто успевает. Так, дальше у меня раз, два, три, 4 молочные. Но видите, за счет того, что я сейчас 4 молочные свяжу, у меня будет огромная протяжка между, вот этими зелеными, то я, скорее всего, сейчас эту зеленую подхвачу. Так, вот так я это сделаю, подхвачу свою зеленую. И дальше провязываю 4 молочные. Раз, 2, 3. Маркер уберу. 4. Дальше у меня идет основа 3 зеленые. Вот я зеленую сзади подхватила, и теперь она у меня закреплена, и большой протяжки не будет. Тут у меня уже все позапуталось, но ничего, мне неудобно вязать, потому что на весу и очень далеко руки от лица, и очень неудобно. Так, дальше.
Снова видите, у меня здесь между розовыми будет большое расстояние, поэтому розовую вот я буду, наверное, цеплять посерединке зеленой. То есть в какой-то момент вот в зелененьком месте своем я буду цеплять розовую. Вот так зацепила, и у меня уже протяжка не такая большая. Так, и дальше мне нужно снова 4 молочные. Молочные цеплять не буду, потому что они у меня хорошо, протяжки небольшие. Спицы, кстати, я не поменяла. Сейчас бы мне их найти. Но я, наверное, просто буду вязать чуть слабее, потому что спицы у меня заняты. Я вязала образец. Пока не буду доставать, буду вязать этими. Так, дальше у меня снова одна розовая. Вот смотрите, я когда вас учила вязать жаккард, я смотрю, как у меня тут ложится розовая. Розовая у меня ложится под моими двумя ниточками. Вот я как раз ее под и размещаю. Дальше у меня снова 4 молочные, а молочную всегда поверх. Раз, 2, 3. Это маркер убираю. 4. Ага, здесь, видите, я вяжу и с вами заболталась и не зацепила. Нет, я зеленую обязательно зацеплю, 100%, потому что у меня будет слишком большая протяжка. Так, вот так цепляю я свою зеленую. Вот так. Провязываю 4 молочные. И дальше у меня эта зеленая идет. Вот если посмотреть, она ложится под молочную. 3 зеленые. Дальше снова молочная. Раз, 2, 3, 4. Снова я не зацепила. Сейчас буду цеплять. Все такие молодцы. Я с ребенком на конкурс уезжала на 3 дня, а хочется успеть. Успейте, успейте. Если хочется, 100% успеете. Желание самое важное в этом деле. Вот если желание есть, так, молочные цепляем. Если желание есть, то точно все успеете. 4, дальше розовая. Одна розовая. Здесь мне нужно зацепить зелененькую. Вот так я ее цепляю. И вяжу 4 молочные. Раз, 2, 3. Вот у меня как раз раз, 2, 3 и четвертая тут. И посерединке мой маркер. То есть все получилось. Я вяжу по центру. Так, дальше у меня зеленая, правильно? Когда вяжу зеленую, цепляю розовую. Вот мне надо сейчас это не забыть. Так, розовую зацепила. И дальше вяжу 3 зеленые. Раз, 2, 3. Так, читаю дальше. Я купила наперсток, им очень удобно вязать по кругу жаккард. Хорошо, хорошо, девочки. Я не считаю, что неправильно или правильно вязать с наперстком. Каждому как удобно. Вот как удобно вам, так и вяжите. Так, зеленую я зацепила, теперь вяжем одну розовую. Розовую, наверное, вот так, пониже, потому что тут тоже, чтоб сильно не путалась. Дальше, вяжу, когда розовую зацепила, подхватываю зеленую и вяжу 4 молочные. Раз, 2, 3, 4. Так, дальше у меня идет зеленая. 3 зеленые, да? Раз, 2, 3. Вот получается. Так, интенсив стимулирует быстрее вязать. Да, это правда. Одно удовольствие наблюдать, как вы вяжете так быстро и просто. Спасибо, девочки. Мне очень неудобно сейчас вязать. Здравствуйте, Елена. Так, вяжем дальше. Здесь у меня захватываю я розовую. Кстати, розовую я захватываю, когда зеленые вяжу. Правильно? Вот давайте и захватим ее, когда вяжу зеленые. Так, вот так цепляем мы розовую. Провязываем третью зеленую, а затем берем молочную. Вот молочная у меня уже подлегла, потому что там я не проследила. Раз, 2, 3, 4. Цепляю я здесь зеленую, правильно, когда провязываю розовую. Запуталась. Так, подвисает. Ой, девочки, нет, не надо. Если нет образца жаккарда, то это не будет считаться, что не все ДЗ? Нет, вы мне просто пишите, что образец с жаккардом вы вязать не планируете, и все нормально. Можно вязать без образца. Ну, в смысле, начинать вязать сразу после расчетов. Так, дальше у нас идет зеленая.
Раз, и подхватываем розовую, когда вяжем зеленую. Раз, 2, 3. Дальше идет молочная. Как она у меня тут ложится? Вот так. Раз, 2, 3, 4. Так, Саша, я переняла от тебя скорость и легкость вязания и расчетов. Ой, как приятно, спасибо. Яна, как приятно. Мне всегда радостно, когда вы потом вяжете самостоятельно свои изделия, делая расчеты без меня. И приятно, когда вы начинаете любить расчеты. У меня, видите, молочные, как мало ниточки. Будем сейчас из кусочков вязать. Так, дальше у меня идет розовая. Когда я вяжу розовую, я подхватываю зеленую, как бы ее так подхватить, вот так. Розовая. Дальше 3 молочные, ой, 4 молочные. Раз, 2. Перехожу на рукав. Видите, первый ряд я не вязала, потому что, во-первых, не успела. Я вчера вам говорила, что я вяжу один ряд сначала. Во-первых, не успела. Во-вторых, я когда связала образец с жаккардом, я, увидела, что у меня получается там, по-моему, на 1 сантиметр выше, чем мне нужно. И поэтому решила не вязать еще этот один дополнительный ряд. Ой, зависла, что ли? Жаккард очень удобно вязать с наперстком, нитки не путаются. Да, кому-то удобно, и это тоже хорошо, это верно. Сейчас я открою окошко. У меня что-то подвис эфир. Так, сейчас я еще раз зайду. 4 молочный, дальше у меня 3 зеленые. Раз, 2. Так, тут я как будто не зацепила. Нет, давайте зацепим. Как будто пропустила. 2, 3, 4. Зеленую подцепим. Как-то она у меня, что ли, не подцепилась. Раз, 2, 3, 4. Вот эти ниточки, которые здесь, они могут немножко быть слабоватыми, и кажется, что что-то не так. На самом деле все потом подтянется, и когда будем сшивать, все будет аккуратненько. Так, дальше у нас идет 3 3 зеленые, и когда зеленую вяжем, подхватываем розовую. Вот так. Раз, 2, 3. Розовую подтягиваю. Я машу вам пока. Сейчас еще чуть-чуть повяжем, чтобы вы посмотрели. Дальше у меня идет молочная. Молочная у меня ложится вот так. 4 молочные провязываю. Раз, 2, 3, 4. Дальше 1 розовая. Когда вяжу розовую, подхватываю зеленую. 1 розовая. Дальше молочная. Молочная снова снизу. Раз, 2, 3, 4. Дальше зелененькая. 3 зелененькие. Когда вяжу зеленую, подхватываю розовую. Раз, 2, 3. Так, если есть вопросы, девочки, пишите, я буду читать. Пока вам помашу. После зеленой молочная 4. Правильно хоть я делаю? Да, 4, 4. Раз, 2, 3, 4. Дальше у меня розовая. Когда вяжу розовую, подхватываю зеленую. Понимаешь, благодаря тебе я свой первый свитер регланом связала без конкретного видео по нему, по твоим расчетам, и включила голову там, где не было инфы, и сама допетривала. Молодец. Значит, все-таки мои знания или то, что я пыталась в вас вложить, помогает. Это хорошо. Так, снова 4. Раз, 2, 3, 4. Зеленая. Когда вяжу зеленую, подхватываю розовую. Вот я ее так сейчас подхвачу, чтобы она у меня еще и перекрутилась в другую сторону, чтобы нитки не запутывались. Так, связала. Дальше у меня снова молочная. Раз, 2, 3, 4. Как я всегда вам говорю, ой, тут не подхватила розовую, да?
Давайте подхвачу. С вами разговариваем. Как я всегда вам говорю, что, жаккард — это больше релакс, это расслабление, это удовольствие, это не скорость больше, это больше внимательность и вязание без спешки. Вот старайтесь вязать жаккард именно так, чтобы вы расслаблялись, следили за узором спокойно, не пытались куда-то поспешить, потому что если вы поспешите, то может случиться так, что вы неправильно связали какую-то, петельку не тем цветом, и поэтому настраивайтесь всегда на то, что вы будете его вязать не быстро, если вы не вязали его раньше, но, получайте удовольствие. Так, розовая, молочная снизу ложится. Раз, 2, 3, 4. Главное, чтобы сейчас все совпало, когда мы в круг сомкнем. Саша, покажешь момент, где попадет убавка на конец ряда, если, например, надо убавлять, а петлю мы переодеваем. Тогда где убавить? Значит, вы либо в конце ряда убавляете в самом, ну да, в конце. Я в конце всегда убавляю. В начале, наверное, будет не очень удобно. Так, не фокусируется, да? Ну, почему-то. Я уже в предвкушении готова свитера, и как я гордо объявлю, сама связала. Ой, правильно. Сейчас постараюсь почитать. Всё, что ты посеяла, прорастает за год. Я столько узнала через тебя, как будто третий год вяжу. Класс, класс. Я тоже вязала реглан по Сашиному видео, мне очень понравился. Спасибо. Сколько я регланов навязала, до ваших уроков вообще реглан не умела. Спасибо вам огромное. Девочки, что-то очень плохо фокусируется. Давайте я, наверное, переверну камеру и попробую повязать с вами так, и посмотрим, что получается. Давайте я переверну. Обычно, когда переворачиваю, то нормально все. Меня пугает только, что не знаю, как с изнанки вязать жаккард. Чужие видео смотрела, не удовлетворена. Снять, что ли, видео вам? Ну, честно говоря, там все так просто. Вы просто делаете протяжки, с изнаночной стороны, все то же самое. И вы точно так же поддеваете петельку, и точно так же получаются те же протяжки, если вы вяжете с протяжками. Если без протяжек, тогда вам нужно постоянно менять ниточку и обязательно вязать туда-сюда, туда-сюда. Ну, смотреть схему вашего узора, не повторять изнаночный ряд по рисунку, а вязать его с другой стороны. Покажите мне, что у вас получается с изнаночной стороны. Может, я что-то смогу подсказать. Так, я продолжаю вязать дальше. Мои сотрудницы уже ждут результат. Классно. Значит, девочки у вас тоже следят за вашими успехами. Так, зелененький я вяжу, зелененький вяжу и розовый подхватываю. Раз, два, три. Дальше молочный. Так, теперь розовый, подхватываю я зелененькую ниточку. Ну, все, что я вам показывала, когда мы с вами вязали, жаккард, в видео, даже не мы с вами, а когда я вязала жаккард и показывала вам, как там это все делать, тут все то же самое, тут все повторяется. То есть ничего нового, в принципе, я вам сегодня бы не показала. Главное, ну, как бы, чтобы моя совесть была чиста, показать вам, убавки. Вот убавки, наверное, покажу на выходных, когда я уже немножко провяжу жаккарда, чтобы было что показать, как получается, и чтобы эти моменты показать. Потому что, ну, как бы обещала, надо выполнять. Я долго искала такого учителя, который научил бы думать, а не списывать с других. Поэтому очень рада, что Саша вас нашла. Спасибо. Я стараюсь очень, чтобы быть, ну, можно даже сказать, не похожей на привычное описание, потому что, мне кажется, миллион описаний. Наберите, возьмите такую-то пряжу, такой-то толщины и наберите там такое-то количество петель. Мне кажется, таких мастер-классов уже так много. У меня очень сегодня из-за этого жаккарда голова уже не варит. Очень сегодня много сил потратила.
Сейчас не подхватила. Мне кажется, миллион таких мастер-классов, и если будет мой миллион первый, то это будет лишним. Хочется чего-то другого, новенького. Вот точно так же, когда мы с вами шапки вязали, я считала, что мастер-классов по шапкам миллион, и мой миллион первый, он просто будет лишним. Но вы меня так уговаривали, что мне пришлось сделать интенсив по шапкам, и когда я его сделала, я поняла, насколько эта тема недорассказана, потому что, возможно, в платных где-то мастер-классах все это есть. Вот видите, как у меня тут происходит, что в платных мастер-классах, возможно, это все есть, а в бесплатных, то, что на "Ютубе", там, наверное, не все дорассказывают. И знаю, в принципе, много мастеров, которые не любят, рассказывать целиком то, что они знают. Даже в платных мастер-классах, чтобы у них немножко оставалась, такая недосказанность, и чтобы якобы его мастерство никто не использовал потом. Ну, я так не считаю. Я считаю, что если мои знания будете использовать вы, то это только в радость мне. Вот, поэтому вот так я решила, что надо как-то иначе подходить к мастер-классам и не повторяться. Так, у меня закончилась молочная ниточка. Я вот ее показываю вам. Вот ее просто вот так оставляю на изнаночной стороне. Ничего пока не буду привязывать. Лучше я потом, когда я буду все кончики прятать, лучше я потом тогда это все тоже завяжу на узелок или просто спрячу. Дальше я беру, вот у меня вот такими огрызками этот молочный цвет, буду так и вязать. Беру новый моточек и просто новый моточек я приставляю к своему вязанию. Так, вяжу 4 петельки, и у меня тут дальше идет зелененький. Главное сейчас мне связать круг и посмотреть, у меня все ли совпадает, потому что я считала это все, высчитывала, по петлям, все совпадает, но очень часто бывает так, не у меня тоже, я говорю вообще в принципе. Очень часто бывает так, когда вроде все расчеты сделали, все посчитали, вяжете, например, какую-то деталь, а в итоге у вас получается не то количество петель, которое вы посчитали. И нужно всегда вот перед вязанием следующей детали считать петли у предыдущей. Вот тут в кокетке это очень важно. Посчитать петли рукава, посчитать петли переда спинки, чтобы убедиться в том, что у вас реально нужное количество петель. Так, мне не очень понравилось поворотными рядами вязать жаккард. Хочу попробовать по кругу и разрежу. Хорошо, но я не разрезала, поэтому тут я вам скажу честно, ну никакой совет дать не могу, но знаю, что очень много различных способов. Я видела чисто фото мастер-классы, как это делается, и мне кажется, что там, ну, есть какой-то способ. Мне просто бы было очень-очень жалко этим заниматься. Так, ура, я вернулась от зубного с онемевшей щекой, зато вязать могу. Хорошо, что укол в десну, а не в руки. Аня, поздравляю. Мне кажется, поход к зубному — это всегда некоторый стресс. Поздравляю, что все прошло. Так, тут у меня дальше розовый. Я подхватываю свой зелененький. Вяжу одну розовую. Четко, копировать легко и не творчески. Да, да-да-да. Ну, я уже много раз говорила, что я считаю, что и такие мастер-классы нужны, когда вы просто, делаете то, что вам говорят, потому что это помогает, вообще, в принципе, понять систему вязания, какие детали бывают, какие бывают, там, не знаю, способы вывязывания петель. А потом уже возможно учиться вот на таких мастер-классах, которые не дают готовое. Но я сама никогда не анализировала реальную ситуацию, реально, что там происходит у нас с мастер-классами, но все, что я видела, это случайно или не случайно, это вот конкретная пряжа, конкретная толщина пряжи, конкретный размер, и вы вяжете. Поэтому хочется другого.
Я Сашу нашла по шапкам. Вот эти мои шапки. Идеальные расчеты, четкие объяснения, очень подробные. Все подписалась навсегда. Спасибо вам. Шапки все-таки мне дали какую-то аудиторию, потому что мы с Сашей смотрели. И не то, что смотрели, смотрим. Саша следит у меня за этим, за количеством комментариев, лайков на ютубе, дизлайков и так далее, подписчиков. И вот как раз видео некоторые по шапкам, они там прям чуть ли не рядом с видео по Лала Кардигану находится. Значит, это все-таки важная информация, и все-таки я правильно сделала, что я вас послушала и провела такой интенсив. Хотя для меня это был самый сложный интенсив, потому что очень было много информации, я ничего не успевала, и очень сложно было, реально очень сложно. Поэтому я немножко им недовольна. У меня образец жаккарда, в котором убавки не в начале ряда, а по центру. Это нормально? Конечно, да, это нормально. Не имеет значения, где вы в рапорте делаете убавки. Вы делаете там, где красивей. Посередине, сбоку это не имеет значения. Так, дальше у меня снова розовая. Я цепляю свою зелененькую ниточку и молочную. Сейчас вот с вами разговорюсь и где-то совершу ошибку. Саша, я знаю, ты погон нам сделаешь интенсив, мечтаю мой мастер. Ну, может быть, осенью сделаю. Честно говоря, погон я вязала маленький свитер детский. И это было давненько, это было, не знаю, год, наверное, 13-й, и больше я ни разу его не вязала. Конечно, я, как всегда, как я люблю, делала сама расчеты и сама там все придумывала, потому что, ну, я никогда не возьму готовый мастер-класс, не потому что я такая принципиальная, ну, мне не интересно, я хочу сама. Мне всегда интересно, когда я до всего дохожу сама. Вот, а так, чтобы еще взрослый свитер вязать, и чтобы недавно это было, нет. Поэтому к погону я подготовлюсь, вспомню все свои расчеты, найду ту старую тетрадку, где я еще записывала. У меня такие старые-старые тетрадки есть. Вот надо посмотреть. Класс, не останавливайтесь, я чуть не успеваю, но я наверстаю. Спасибо вам. Наверстывайте, конечно. Так, дальше у меня розовая, я подхватываю зеленую. Хочется научиться это вязать из любой пряжи, любого размера, а не повтор вязать. Да, вот я тоже такого же мнения. Поэтому лучше, когда дают подумать самостоятельно сделать расчеты. Не знаю, много ли таких мастер-классов, бывают ли они, не анализировала. Хочется научиться, это я прочитала, это как с книжками по вязанию. В одной есть одно, в другой в другое, а чтобы все вместе нету, а тут у Саши есть. Ой, классно. Спасибо. Ну, честно, ни разу в жизни, пока я веду интенсивы, у меня не было ни одной какой-то темы, которую бы я специально кусочек какой-то умолчала, чтобы не рассказать там какой-то свой секретик. Я вот как делаю, я вам все это и рассказываю. Сашенька, ты молодец, сеешь доброе, разумное, вечное. Спасибо тебе, спасибо вам тоже. Есть такое, да, у меня есть такая, не знаю, черта характера, что ли, что мне кажется, что нельзя просто так жить на земле и брать то, что тебе дает жизнь. Надо отдавать. Ну, вот я отдаю то, что могу. Я не могу там, например, пойти из детдома ребенка взять. У меня нет силы, смелости. Я не могу ходить к бездомным помогать. Мне тоже, честно скажу, это страшно. Я не могу следить за какими-то пожилыми людьми. Но все, что я могу дать, я стараюсь давать. Вот вы тоже об этом подумайте, кстати. Есть ли такие вещи, которые вы даете миру? Я не говорю деньги, не деньги, потому что здесь заработок, не заработок. Да, я беру у вас оплату, но я выкладываю все на YouTube бесплатно. И вот тут мне кажется, что все равно я делюсь, и все равно я что-то даю. Про оплату говорить, да, конечно, если ты делаешь это за деньги, это скорее работа уже больше, но заработок, да, какой-то, а нужно именно безвозмездно отдавать. Но все равно есть такие ситуации, и я думаю, каждый этим занимается, когда вот вы безвозмездно
бесполезно отдаете. Вот этим надо заниматься. И неважно, вы помогаете старенькой бабушке или вы вот просто раздаете мастер-классы по вязанию. Саша, покажите потом, как ниточки будете прятать. Да, у нас для этого отдельный будет эфир. Вот смотрите, я совместила все в круг. У меня здесь как раз ровно 4 молочные петельки получилось и 3 зеленые. То есть у меня все верно. Дальше продолжаю вязать. Маркер я убираю, одну петельку я переставляю, помните, как я вас учила, и маркер возвращаю назад. У меня начало следующего ряда будет уже с другой петельки. Продолжаю вязать дальше свой жаккард. Саша, миллион раз спасибо, такая искренняя девочка, восхищаюсь. Спасибо вам. О, ты тоже дизлайками их называешь, сестра моя? Ну да, как еще, я не знаю, как они еще называются. Сашенька, спасибо огромное, что делитесь с нами своими знаниями. Очень рада, что попала к вам на интенсив. Спасибо, Наталья, большое. Лала, спасибо Саше за него. Ой, это было первое, что у меня случилось, и это по мастер-классам по вязанию. Это даже не мастер-класс, это просто мой какой-то рассказ, монолог о том, как я это делала. И мне Саша это подсказал, я буду... Ой, маркер улетел. Мне Саша это подсказала, говорит, давай, тебе это надо. Вот у меня как протяжки выглядят, еще раз покажу. Давай, говорит, это надо сделать, столько знаний, и нужно действительно этими знаниями поделиться. Ну вот, и мы провели прямой эфир, было очень страшно, у нас там не получалось с техникой, потому что звук был плохой. Если кто смотрел прямой эфир, я не знаю, есть ли такие люди, было, по-моему, ой, я не помню, сколько было, по-моему, 200 было человек. Прямой эфир был на ютубе, и мы с Сашей там что-то как-то где-то прогадали. Короче, у нас техника не работала, звук был плохой. Хотя перед этим мы специально купили все, что нужно для этого, и мы так хорошенько потратились ради одного мастер-класса. Не знаю, что будет дальше. Но все равно в итоге Саша там как-то вытягивал звук через программу, что-то он там делал, крутил, химичил. И мы залили уже на YouTube новое видео с более-менее хорошим звуком. Но там все равно звук плохой, но это лучше, чем было в прямом эфире. У меня очень дрожали руки, я половину, можно сказать, не рассказала так, как хотела. И плюс ко всему, мне кажется, что, ну, я там какая-то совсем другая, не такая, какая я бы могла бы быть. Но все приходит с опытом, и все приходит с опытом, и мне кажется, что и сейчас я, возможно, через год себе не понравлюсь. Если я посмотрю эти видео через год, которые сейчас, возможно, я тоже подумаю, что что-то не так. Но с чего-то ж надо начинать, правильно? И вот как раз благодаря этому видео у нас за сутки на YouTube-канале было 900 с чем-то подписчиков. То есть просто потому, что вот я опубликовала это видео, Саша опубликовала это видео, сразу за сутки 900 человек подписалось, а потом уже как-то потихоньку стали снимать, а потом пошли интенсивы. А еще я помню, мы рекламировали этот наш мастер-класс в одной вязальной группе ВКонтакте, и мы помним, какой там, для меня это было очень больно, помним, какой там начался, ругня началась, как там сильно девушки все писали, насколько я плоха и как все ужасно. Это не был мастер-класс еще, это было его объявление о нем, что он будет, что я там чуть ли не, знаете, там, по-моему, так и писали, какая-то свалка кардиганов, вяжут, что попало, какие они ужасные, и как все некрасиво, и какая мода ужасная, и какая я ужасная, что я этим занимаюсь, и все такое прочее. Вспомнили все, что только можно. Вот, ну, то есть тогда я поняла, насколько люди все-таки бывают завистливыми. Я бесплатно подготовила мастер-класс. Хотите, смотрите, хотите, нет. Я ни с кого не брала деньги. Но все равно нашлись те люди, которые придумали какие-то недостатки и их стали озвучивать. И там прям есть такое слово некрасивое, срач. Но вот там реально развели срач. Вот эти все комментарии, они просто там размножались с огромной скоростью, потому что им что-то там не понравилось. У нас даже сохранились эти комментарии, мы специально с Сашей сохранили, но вот так. Что такое погон? Это вид реглана, когда вот прибавки у нас здесь, по плечу.
Как насчет ажурного платья? Ажурное платье летом будем вязать, не в мае, потому что очень много еще у меня всяких дел неоконченных, и я должна их до поездки переделать. В июне мы отправляемся в мини-путешествие, совсем мини, причем даже не путешествие, а едем больше скорее по личным делам, но это не имеет значения, поэтому мне нужно к нему подготовиться. Так, погон будем ждать. Я сама придумала шапку как энтрилаком, тоже такой кайф, что сама. Я как-то тоже очень сильно энтрилаком увлекалась, вязала кардиганы. У меня даже вот на одной полочке, на вот этой, пряжа специально закуплена для энтрилака, но она у меня теперь просто лежит, потому что у меня прошло это вдохновение. И пальто. Пальто ждете. Надо подумать. Привіт, привітик, привітик, приветик. Я цього тижня лінівець, перший раз на ефірі, і то вже майже кінець. Весна прийшла, наводжу порядок на клубі, моє друге захоплення квіти. Как интересно! У нас тоже вот тюльпаны распускаются, но я совершенно за ними не ухаживаю, к сожалению. Сашенька, мы платье летом? Да, летом будем вязать. Да, Саш, у тебя весь сборник эфиров будет как большой подручник. Точно. Только что сегодня с мужем говорили про то, что хочется своей страстью делиться миром. Да, делиться счастьем, во-первых, я считаю, что счастьем надо делиться. А, не вдаваться в подробности, а просто делиться тем, что с тобой происходит хорошее, и делиться чем-то безвозмездно, не требуя ничего взамен и отдавая что-то полезное. Это может быть все что угодно. Сашенька, с вами очень душевно, спасибо. Саша, можно в жаккарде делать убавки с двух сторон орнамента? Да, можно. В одном раппорте можно делать 2 убавки. Чем-то крутым, нужным, красотой, да, Яна. Самое крутое, что эти все знания нашим детям, внукам, ну, на века, детям на века. Если YouTube еще будет работать, тогда да. У меня не тормозит, у меня все нормально. Саша, скажи, пожалуйста, канал девочки из Украины, которая вяжет крючком. Я вам скидывала в комментарии. Вот вы видели, вы мне писали в комментариях, по-моему, Лариса, и я вам скидывала 2 ссылки на нее. Ссылка на личную страницу и ссылка на ее рабочий профиль. Посмотрите, вот вы мне как-то недавно оставляли комментарий там в одной из последних записей. Да, у меня для сына будет твой учебник по вязанию из видео. Саша, твоя оплата — это чистая благотворительность с твоей стороны. Спасибо, но все равно, где хоть рубль, то все равно это уже какой-то заработок, даже если рубль. Саша, в Телеграм кинь мне тоже девочку реглан крючком. Хорошо, хорошо. Напиши мне, может, в директ, я в директе скину, или в Телеграм напиши. Довязала рукава, сейчас собираюсь росток вязать. Чтобы вязать росток, нужно сначала петли на подрез снять, половину спереда, половину со спинки снять на дополнительную нить. Вчерашний эфир у меня был об этом. Во вчерашнем эфире я это показывала. Посмотрите. Надо, да, конечно, снять. Интересно, Алала на полную фигуру, наверное, не очень. Если подобрать правильно цвет, который не полнит, чтобы сверху не был светлый цвет. Светлый цвет, он очень увеличивает. И вот если вы светлый возьмете наверх, будут широкие плечи, будут еще будете шире. И плюс длина. Мне кажется, хороши длинные лала-кардиганы, они не так полнят, либо нужно уже по своей фигуре выбирать, чтобы он у вас не заканчивался в самом широком месте. То есть если у вас бедра широкие, если кардиган на бедрах закончится, то это будет, ну, вот прям вот четкое подчеркивание ваших бедер. Возможно, до колен, может быть, будет хорошо, либо ниже. Саша, у тебя молодец, спасибо. Сашенька никого не слушает, ты прелесть, а им до тебя далеко. Спасибо. Да я уже нормально к этому отношусь, это же было очень давно. Очень давно это было, когда мы это видео снимали, по-моему, в 15 году или 16. Тогда, да, тогда я переживала. Саша, а если в раппорте узора нужно убрать в начале 3 петли и в конце раппорта 3 петли, и в общей сложности 6, то как нужно убавлять петли? В начале снизу имеется в виду или в начале в первых, петлях раппорта? Ну, снизу, да, наверно? Ну, убавляйте. Я рассказывала об этом позавчера, в позапрошлом эфире, как я распределяю убавки, как я записываю. Убавляйте в тех местах, где у вас не будет смещаться рисунок. Посмотрите моё видео, про эту тему.
рисование убавок на жаккарде, что-то такое. Есть такая фишка брать что-то бесплатно и за это, палить говном. Да, типа я такая крутая, я сама могу без твоего мастер-класса, эго какое, ого-го. Да, есть такое, и многие после этого очень хорошо себя чувствуют, что они такое сделали. Не обращайте внимания на таких людей, главное, продолжайте делать то, что нравится. Да, я уже сейчас не обращаю. Ура, насчет платья я приму участие в интенсиве. Спасибо. Хорошо. Приезжайте к нам в Минск, приглашайте нас, с удовольствием приедем. В принципе, мы легки на подъем, и если, ну, так серьезно вы нам напишите, что вы готовы, что вы хотите, мы вполне можем организовать поездку. И я с удовольствием с вами повидаюсь. Многие жалуются на то, что ВКонтакте прям очень некорректно комментируют. Очень некорректно! Я не про себя говорю, но я подписана на... Я не вижу что-то совсем, столько комментариев читаю. Я подписана на группу ярмарки мастеров. Кстати, ВКонтакте я уже не сижу, не знаю, наверное, год. Там очень редко бывает, только по рабочим вопросам. И я подписана на, группу ярмарки мастеров. Ярмарка мастеров, ну, это же самая творческая группа, ну, самая, не знаю, одна из самых известных, да, сайтов, группы, все рукодельницы об этом сайте знают. Но там постоянно под каждым каким-то постом, как под каким-то мастер-классом хорошим, бесплатным, да пусть даже и плохом, какая разница, мастер-класс бесплатный, человек старался, все равно какую-то гадость напишут, всегда. И вот я смотрю, всегда обсуждается не работа, а вот зацепятся вот за что-то и начинают это все перетирать и обсуждать. Да, ВКонтакте очень-очень как-то не стесняются писать негатив. А я вас по Лала Кардигану и нашла, и вы мне понравились, и ваш трепет чувствовался, но это было так чувственно и искренне. Спасибо, прикольно. Вот, видели, значит, вы это видео. Там не трепет был, там очень страшно было и очень, ну, не трепет это были сплошные нервы. Например, один рапорт 24, а убрать 6. Ну, вот так вы и распределяете по длине. Я не знаю, как объяснить, потому что я это объясняла, позавчера. Было такой у нас эфир. Посмотрите, пожалуйста. Ну, вот я все, что смогла, я там рассказала. Я там целый час рассказывала. У меня как раз есть пряжа для пальто. Ой, хочу пальто. Я даже не знаю, как оно выглядит, какое пальто вы именно хотите. Так, сейчас я хотя бы чуть-чуть начну вязать. Тут у меня идет 2 молочные. Хоть чуть-чуть начну вязать, девочки, чтоб не стыдно было. Под каждым постом накакали. Мне тоже так какали, когда вела блог по личному развитию. Мне было весело, они создают контраст, такие люди, спасибо им. Сейчас, да, сейчас я в Инстаграме. Честно скажу, порой даже радуюсь, если кто-то что-то плохое напишет, потому что это всегда повод для дискуссии. И подключаются другие девочки, что-то начинается обсуждаться. И это даже не потому, что я люблю какую-то ругню, я это вообще не люблю, а потому что в споре, как говорят, рождается истина, и часто бывает такое, что того, кто не прав в чем-то, или того, кто сильно загоняет, того, кто сильно неправильно комментирует, потому что я все-таки считаю, что нельзя писать плохое, даже если тебе не понравилось, потому что вы не подходите к незнакомому человеку на улицу и не на улице и не говорите: у тебя страшное пальто, зачем ты такую обувь надела страшную, что это у тебя за сумка, выкинь эту сумку. Никто не подойдет и вам не скажет. И знаете, когда пишут, вы создали блог, создали страницу, она у вас открытая, будьте готовы к тому, что кто-то придет и напишет свое мнение. Я считаю, что это неправильно. Свое мнение можно писать, но оно должно быть каким-то обоснованным, и оно должно быть с чувством такта, а не так, что фу, говно или что-то типа того, потому что на улице так никто не подходит, не говорит. И когда вы надеваете какое-то свое любимое голубое пальто и выходите на улицу, вы же не готовитесь к тому, что раз вы вышли на улицу, значит, к вам могут подойти и сказать какой-то негатив. Вы не готовы к этому, и человек не подойдет. А в интернете это нормально считается, что раз ты выложил фотку, значит, ты жди и негатива тоже. Я считаю, что нельзя писать негатив. Если что-то не понравилось, и ты хочешь искренне как-то
направить, что ли, посоветовать, напиши в директ. Не кричи об этом на весь "Инстаграм" или не пиши какими-то плохими словами, потому что очень часто именно просто тупо оскорбляют. Таким образом писать, ну, не знаю, мне кажется, это просто отсутствует чувство такта, отсутствует воспитание какое-то нормальное. Вот, поэтому если кто-то написал какое-то говнецо, то иногда даже приятно, потому что начинается сразу какая-то дискуссия, и в итоге этот человек, который говнецо написал, он комментарий удаляет. Вот это, как правило, так и происходит. Либо он закрывает свою страницу, чтобы никто к нему не зашел, либо удаляет комментарий, либо меня добавляет в черный список, хотя я никогда, ну, вы сами прекрасно меня знаете, я никогда не буду на негатив отвечать каким-то негативом, я стараюсь очень корректно. И то, если я отвечаю, то редко отвечаю, в основном просто пропускаю это и слежу за ситуацией. Вот. Так, к чему я это говорила? Но человек самоустраняется. И я считаю, что вот таких надо ставить на место. Хоть я сама их и не ставлю, но ставят мои подписчики. Это редко бывает. Я смотрю, просто подписана тоже ж, как и все, подписана на каких-то блогеров крупных, и я замечаю иногда там негативные комментарии, и мне нравится, как подписчики этого блогера ставят на место этого человека. Я считаю, это правильно. А писать негатив неправильно, потому что это, ну, это отсутствие воспитания, и это показывает не с лучшей стороны человека. Поэтому, когда выкладываешь фотографию и готова к негативу, нет, не надо быть готовым к негативу, и это неправильно. Ну, блин, я уже повторяюсь. Так, я помню Влада, скромную и умную девочку. Спасибо. Я по шапкам. Саша вас нашла. В итоге такие шапки не вязала, но зацепили. Сейчас жить без вас не можем. Спасибо, Оля. Понимаешь, скучно, когда все идеально, зато нам, самим какать не надо. Нам самим нигде ничего не нужно писать. Людям типа не стыдно в интернете писать, говорить то, что в реале, да, сдрефят сказать, а тут можно свой уровень развития показать, и знакомые не узнают, какой ты на самом деле. Да, подойти на улице никто не осмелится и сказать, что у тебя говно пальто, а в Инстаграме написать комментарий очень легко, и ВКонтакте тоже. Сказать, какая у тебя говняная сумка или какой ты человек какашка. Так, ты права, Яночка, да, согласна. К сожалению, сейчас люди стали невоспитанными. Очень много хамства, особенно в сети, когда человека лично не видишь. Я не могу сказать, что сейчас, не сейчас. Не знаю, тоже не анализировала, как было раньше. Раньше не было интернета, неизвестно, как бы себя люди раньше в интернете вели. Но то, что это есть, это да, это есть. Это болезнь у людей, они уверены в своей безнаказанности, уже сейчас даже судятся, если были оскорбления, их наказывают, штрафуют. Это хорошо. В сети люди боги, типа, все причем, все самые грамотные. Приветик, Ульяна, мы тут вязать пытались, но мы перешли на разговоры и обсуждаем тему, можно ли писать негатив в комментариях, когда тебя не просят выразить свое мнение. Я считаю, что не стоит. Я на сайте рукоделия выставляла свои работы вязаных сапог. Мне написали, мол, где мастер-класс? Я ответила, что мастер-класса нет. Я сама вяжу по фото без мастер-класса. Меня потом таким завалили, что я очень плохая. Да, это нормальная ситуация, когда, особенно сейчас, знаете, когда в пору мастер-классов, особенно у меня, когда ну, я не говорю про себя лично, я говорю особенно у тех, кто эти мастер-классы создает. Уже очень нормально спросить, а будет ли мастер-класс по этому свитеру, который там человек связал. А человек, может быть, связал его с другой целью, и мастер-класс он не планирует. Но если ты не сделал мастер-класс по тому свитеру, который ты связал, то ты сразу немножко становишься похуже, чем раньше о тебе думали. Так. Я говорю в сети то, что и в реале скажу, уважаю людей очень, люблю. Согласна. Не стоит, Ульяна тоже пишет. Потому что на улице можно получить сдачи, а в интернете не уверены, что безнаказанный. Да, 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 да.
Некоторые вообще бред пишут, маты, не представляя, кто и какие эти люди в жизни. Ой, да это, мне кажется, это просто... Есть категории разные людей, есть люди, которые специально занимаются таким бредом, ну просто вот поорать, как говорится, вот просто написать какой-то мат, или знаете, как вы, наверное, знаете, я не знаю, вы смотрите эфиры, блогер, у которых много тысяч подписчиков, сотни тысяч подписчиков, и как им часто пишут, особенно если это женщина в эфире, как женщине часто пишут всякое разные мужчины. Я думаю, вы знаете, про что я говорю. Это другая категория, просто чисто поорать. А есть люди, которые именно, вот знаете, вот говнецом полить и получить удовольствие от этого, вот именно конкретного человека, и чтобы вот он как бы немножко повозмущался и немножко пообижался. Эти люди получат бумеранг. Ну, возможно, хотя тоже я не знаю, я не анализирую жизнь таким образом, не знаю, все ли получают по заслугам, возможно, нет. Но тут просто надо это принимать. А мне только что написали какашку "Воспитание детей forever". Вот, про это мы и говорим. Это когда ты не согласился с мнением, тебе такие сразу фу-фу-фу в прямом эфире пишут. Да, да-да-да, есть такое. А мне 100 лет назад писали, может, напишут, рассказала это. 100 лет не писали. Ну, это хорошо. Я Сашу нашла по мастер-классу свитера, сшивной реглан, и вязала дочери этот свитерок тем же рисунком. Дочь его 2-й год носит, и он у нее самый любимый. Ой, как приятно. Спасибо, Сашенька, за твой труд. Как приятно, правда. Звездам вообще куча говна пишут, это же весело. Да, звездам вообще по приколу. Да-да-да, так и есть. И тоже бывает, если куда-то захожу, то просто в шоке. Ну, понятное дело, что звезды на это внимание не обращают, потому что если обращать, то, ну, ты просто не сможешь спокойно существовать без нервов. Но я не знаю, люди реально развлекаются. Так, я слышала, что некоторым даже деньги платят, чтобы хейтить. О, вполне может быть. Расскажите про брошки, очень красивые. А что рассказать? Я по вашему онлайну, да? А что дальше? Я еще пытаюсь связать. Ой, девочки, мы уже час общаемся. У нас пока не тормозит. Как затормозит, так попрощаемся. Вы уже, наверное, все хотите спать. Так, это я зеленым вяжу, мне надо розовым. Я вяжу 2-й рядок. Не знаю, что еще рассказать. Когда себя любишь, все пофиг. Да, верно, верно, верно. Вот этому и надо учиться. И надо отличать критику. Надо отличать критику реальную, конструктивную, которая поможет тебе развиваться дальше, и отличать просто, ну, просто слова, которые, я не буду говорить плохим словом, просто слова, которые тебе никак в жизни не помогут. Как вышивать брошки, есть мастер-класс. Нет, мастер-класса нет, может быть, летом сделаю, но еще не уверена. Но мы планируем. Опять же, это будет, скорее всего, в мае или летом. Мы планируем в нашем магазине делать такие коробочки с материалами для определенной брошки. Вот те брошки, которые я вышила, я соберу материалы и будем эти коробочки вам предоставлять. Ну, то есть они будут продаваться, вы можете купить готовую коробочку с материалами для брошки. Там будет абсолютно все от бисера до основы вышивки, до кожи, до иголочки, ниточек, которыми вышивать вы будете. Все там будет, и вы сможете приобрести такой наборчик и вышить брошечку самостоятельно. Я по вашему реглану связала 3 детских свитера. Класс! Какое ДЗ? ДЗ связать, кокетку круглую, скинуть мне фотографию. ДЗ это было вчера, вот оно сегодня продолжается. После сегодняшнего эфира не будет никакого дополнительного домашнего задания. Вяжем кокетку, скидываем мне. Мне Саша сделала брошку, и дочери очень понравилось. Саша, супер, спасибо вам, Лариса, большое. Сашенька, когда тебя ждать в Киеве? В Киеве мы будем где-то после, наверное, 15 июня.
15 июня. Вот, Яна, я тоже тебе говорю, потому что мы там кое-что передумали с Сашей, и, скорее всего, это будет вот, ну, число 16, 17, 18, вот где-то эти дни июня. Я бы очень хотела с вами встретиться. Кто из Киева, кстати, заранее говорю, пишите мне, обменяемся контактными данными. Будет очень мне приятно, правда. Мы, кстати, насчет еще жилья не решили, и такая, не знаю, как это сказать, идея, что ли, не идея возникла, потому что, ам, чем больше девочек будет, чем больше девочек захотят с нами встретиться, со мной, с Сашей, тем дольше нам придется в Киеве побыть. И нам, конечно же, с Сашей было бы гораздо веселее и интереснее. Я не знаю даже, как сейчас об этом сказать, мне очень неудобно, но это действительно так. И в прошлом году, когда летом я ездила, меня приютили две девочки. Вот я про это и говорю, что если вы нас приютите на одну ночку, то будет очень приятно. Мы в долгу не останемся. Вот, и в прошлом году я ночевала у двух девочек, и это было гораздо круче, чем просто где-то снимать отель. То есть чисто ради того, чтобы побыть вместе, пообщаться, это было очень приятно. Так, я сейчас почитаю, что вы пишете. Ага, Яна, будешь, хорошо. Было бы здорово, давно хочу научиться вышивать брошки. Ну вот я планирую, как раз почему в мае не хочу проводить интенсив, потому что очень много всяких планов по поводу нашего магазинчика. У нас очень много товара нового, который мы до сих пор не показали. Мы ужасные продавцы, не продавцы, даже продавцы-то хорошие, потому что я стараюсь помогать в выборе, но, не знаю, как это сказать, ужасно медленно мы это все делаем, потому что у нас очень много новинок, интересной пряжи есть, очень много интересных аксессуаров появилось, и все это надо выложить к нам в магазинчик, чтобы вы летом вам было чем заниматься, чтобы летом вы не сидели без дела. Ты для меня многое открыла в вязании, спасибо тебе огромное, спасибо вам. Клеточки супер твои, расчеты тоже очень точные получаются, мне для шапок очень помогает. Раньше с размерами мучилась, подклад, ушки, спасибо, что объяснила. Очень приятно, спасибо вам. Закончила второй рукав. Елена, поздравляю, вы с двух профилей заходите, да? Поздравляю. Была бы свободна, взяла бы вас, узнаю насчет этого. Ну, я, знаете, тут в чем дело, я, ну, как это сказать, не настаиваю, не напрашиваюсь, просто действительно я сделала вывод, что гораздо приятнее вечером вот так вот сесть и пообщаться перед сном за ужином, а не переживать, спешить куда-то в отель и где-то в отеле отдельно от своих подружек ночевать. Вот, мне очень понравилось вставать рано утром с моими девочками, завтракать и общаться при этом, а не бежать навстречу, потому что пока добежишь до девочки, проходит час, потому что пока соберешься, пока поедешь, пока встретишься, вот где-то час это и занимает времени. Может быть, для большого города это немного, но для меня это долго слишком. Хочется все время побольше общаться. Вот, очень благодарна Оле. Оля, привет, если ты меня смотришь, потому что у Оли я ночевала в прошлом году, и в этом году она нас тоже позвала. Но понимаете, в чем суть? Если вас будет много, то мы не сможем за один день со всеми встретиться, поэтому желательно остаться не на одну ночь, а может на пару или может больше. Вот. Было бы круто тебя к нам на ночку. В Москву, когда приедете, когда пригласите в Москву, я буду с Сашей. С Сашей обязательно, 100% с Сашей, потому что у нас общие дела личные. В Москву приедем, не знаю, когда позовете. В Москву, когда позовете. Саша вот говорит, хоть сейчас. Мы хотим в Москву слетать, потому что, ну, просто интересно, никогда не были. Ну, я, кстати, как бы к Саше, знаете, как хвостик. Саша очень хочет, а я очень хочу не в Москву, а очень хочу с вами встретиться, со всеми. Потому что в Москве у меня там миллион, по-моему, девочек, я бы хотела со всеми с вами. В Москву я как-то, ну, не знаю, как-то я к ней равнодушна. У меня никогда не было цели попасть в Москву, а Саша хочет. И вот мы как раз решили объединить. Если вдруг нас кто-то позовет, реально так вот прям, ну, серьезно, тогда с удовольствием прилетим, потому что на такие поездки тоже нужно время отдельное выделить, запланировать все, и как бы было бы неплохо. Июнь, да,
М, и с Сашей буду в Киеве и во Львове. Вот кто во Львове, тоже можем встретиться. Или кто близко там. Кстати, насчет Львова и Киева, если кто-то живет там, например, рядышком, мы можем и к вам с удовольствием съездить. Ну, то есть, если там совсем близенько, потому что, опять же, мы легки на подъем, и если захотите, то можно и приехать, встретиться. У меня однокомнатная квартира на большой диван, вам места хватит. Спасибо. Я тебя приючу, приезжайте, только я в Москве, с удовольствием приютим. Спасибо. Ну, в Москву, может быть, я не знаю, когда-нибудь уже не летом и не весной, когда-нибудь попозже. Ну, я серьезно говорю, то есть вы не стесняйтесь. Вот как я не стесняюсь вас приглашать к себе, я постоянно говорю, кто едет в Крым, звоните, пишите, мы встретимся. Если нужно, приютим. Если вы отдыхаете где-то в Алуште, в Ялте, в Судаке, мы приедем к вам, там с вами вместе погуляем, отдохнем. Я очень люблю такие встречи. К сожалению, мало кто, вот не знаю, к большому, к сожалению, мало кто решается это предложить, то есть проявить инициативу. Очень часто узнаю, что девочка какая-то была в Крыму, но мне не написала, постеснялась. А вот я всегда говорю, пишите. Мы сами даже с Сашей приедем в тот же Судак или там Евпаторию, где вы будете, и с вами проведем время. Прям реально с удовольствием. Очень люблю такие встречи. Я связала дочке ее подружки по шапке, свою сама постирала, а подружкину ее мама. В итоге две разные шапки получились, бросила в интернет за теорией по ВТО. Это вы так меня нашли? Ой, все, еду к тебе в гости, приезжайте. Я вот серьезно говорю, это не то, что какие-то разговоры там ни о чем. Я вот знаете, как люблю отдавать, зависает, у меня вроде нормально. Люблю все отдавать, но с удовольствием приму и ваши предложения по поводу гостей, честно говорю, очень приятно. И в то же время приглашаю вас. У нас тоже есть место, где переночевать, поэтому можете спокойно приезжать. Можете даже в этой моей комнатке ночевать, потому что тут есть диванчик двуспальный, он раскладывается, и можете в пряже здесь у меня ночевать. Вдвоем точно поместитесь. Втроем нет, но вдвоем да, если кто собирается втроем. Но у нас есть еще, ну, если говорить точнее, то 3 еще спальных места. То есть всего 5 человек мы можем принять. А, кстати, и времянка есть. Во времянке тоже 3 спальных места. Значит, итого 8. Вот 8 человек. 8 человек мы можем принять на спальных местах. Это серьезно, я вам говорю, правда. Это при том, что мы с Сашей будем спать на своем месте. И не на полу я вас зову, а я вас зову именно на кровать. Вот. А Саша сейчас мне подсказывает, если приедете летом, и можно еще и палатку во дворе поставить, так в палатке там вообще сколько захотите, столько и поместится. Палатку, главное, берите с собой, потому что во дворе у нас место есть. Так, а самой или с ребенком? Лучше самой. Не, как хотите, место найдем. Главное, вот, чтобы не больше 8, хотя если летом, то можно и больше 8 человек приезжать. Сейчас все поедут к Саше, а места не будет. Тогда, значит, мы будем писать план, кто за кем приезжает. Так, про ВТО видео, да, и тут Саша. Спасибо, Сашенька, за то, что столько информации, все по делу. Но самое главное, если я вам помогла, вот если вы посмотрели видео, сделали выводы, почему шапка растянулась. Летом можно и в палатке, и на сеновале. Ну, сеновала нет, но на травке можем предложить вам или в палатке. А, кстати, Санек, у нас же еще беседка есть с кроватью. Еще можете в беседке, у нас там тоже стоит кровать, и в беседке можно поспать на улице. Так что вот уже 9 человек, которые могут спать на кровати. А если уложить на один большой раскладной диван троих, то уже и 10 человек. Видите, я как все быстро решаю. Сашулька, ну, если Казахстан занесет вас, с удовольствием встретим. У нас тоже не маленькая квартира. Спасибо, Наталья. У меня в Казахстане живет очень хорошая знакомая, Наргиз, но она живет на севере Казахстана. И мы тоже, ну вот, знаете, просто очень бы хотели туда поехать. Тем более в Казахстан. Казахстан страна красивая, ну вот если брать столицу.
И было бы тоже интересно. Но мы просто думали о том, что если мы поедем к подружке, к этой, к знакомой, она нас тоже приглашала, кстати, и мы ее тоже с удовольствием ждем. Но то она живет на севере Казахстана, то есть там, я не знаю, сколько суток ехать до столицы и до севера Казахстана, но тоже возможно. Тоже Казахстан очень интересно. А можно с палаткой у вас во дворе? Можно, да. Главное палатка, там штабелями можно уложить. Но у нас палатка потерялась. У нас была четырехместная палатка, она где-то затерялась. Саша ее там давал кому-то, давал, и в итоге нам не вернули, и мы не знаем теперь, кто не вернул. Никто не признается. Мы не помним, кому мы последний раз отдавали. Короче, палатки у нас нет. Но если вы возьмете с собой, то можете спать тут в палатке. Сделаем палаточный городок. Да, вот, отлично. І костер зажжем. Ще матраси, і будемо песика, і цілий гарем у Саші. І будка песика, і цілий гарем у Саші. Комары есть, да, кстати, комары есть. Ну, есть от них средства. Хорошо, все, тут уже осталось 5 минут. Можно поставить огонек, и все будет нормально. У Дэвиса будка большая. То есть можно кому-то и в будку. Если кто не брезгует спать с собачкой, можно и в будку. Мы тоже в Северном Петропавловск. Ой, подождите, Наталья, по-моему, у моей подружки этот город и есть. Я не помню, нет, или Петропавловск. Слушайте, Наталья, как интересно. Казахстан такой большой, а вы, кажется, в одном городе живете. А если мы возьмем раскладушки, то влезем все. Да, только мне кажется, Александр нас выселит, нашу секту Краснобаева. Нет, он будет в центре сидеть 100%. Он обожает такие мероприятия. Санек, скажи. А что такое? Ну, девочки пишут, что если все приедут, то ты нас выгонишь. Я выгоню? Да. Куда я? Не знаю. Нет, он сядет в центре, серьезно, и будет вас развлекать. Это скорее я буду где-то в сторонке сидеть, потому что если большая... Хорошо, сейчас. Если большая компания, то я, как правило, скромничаю, сижу тихонько. Вот, скорее всего, Саша вас будет развлекать, и я буду сидеть. Надувные матрасы, пол, открытое звездное небо. И под открытым звездным небом. Да, у нас тут очень красивые звезды. Те, кто приезжает из Москвы, говорят, что ну нереально, не видели никогда в жизни в Москве столько звезд. Поэтому у нас тут еще небо красивое. И самолетики летают. У нас тут как раз они делают круг над нашим домом, чтобы сесть. И вот мы очень часто наблюдаем самолетики. Прям над нашим домом делают круг и дальше летят в аэропорт. Ха-ха, и все вечером вязать в прямом эфире. Да, давайте. Весь интенсив соберется, и у учителя в гостях. Приезжайте с удовольствием. Мои мужчины, муж и старший сын тоже говорят, что я в секте у тебя. Но это хорошая секта, которая вреда никакого не принесет. Короче, мажемся от комаров, берем палатку и мешок, и все к Саше в Крым. Приезжайте. Саша только что сказал, говорит, 15 минут до моря. Да, ближайшее море у нас тут в 15 минутах на автомобиле. На маршрутке можно поехать, но это будет где-то минут 40, минут 30-40, где-то так. Так что можем и на море приехать. Кстати, у нас тут, и мы, когда в одно место ходим, у нас на горизонте виднеется такая блестящая полоска из воды. Мы до сих пор не можем понять, что это, но нам кажется, что это море. То есть даже если сильно захотеть, можно тут в хорошую погоду увидеть море. У меня есть детская палатка и мазь от комаров, все, еду. Ульяна, давай, приезжай. Только те, кто из Украины едут, помните, что деткам нужны, я просто уже такие организационные вопросы, деткам нужны загранпаспорта на границе в Крым. А так приезжайте, делайте паспорта и приезжайте. В Москве звезд почти не видно, слишком много света. Вот нам тоже, мы не были в Москве, мы не знаем, как там, но москвичи приезжают и удивляются, что у нас так много звезд. Так давай у тебя и сделаем летний интенсив живой. Давайте, приезжайте с удовольствием. Круто на машине, у кого есть, тогда реально рвануть. И там на море можно тоже жить, кстати.
Просто, понимаете, у нас Симферополь такой город, он не морской, и к нам не хотят ехать чисто в Симферополь. А что тут делать? Все хотят ехать на море. Поэтому я вот, ну, к тому говорю, что есть такие ситуации, когда вы приезжаете в Крым, и вы, например, не можете найти еще квартиру, дом, вы хотите найти вот уже, когда вы приехали, к примеру, самолет у вас поздно вечером, тогда можете совершенно спокойно приходить к нам, ну, только предупредить заранее, приходить к нам, чтобы переночевать и поехать на море и искать себе квартиру. Ну вот, бывают такие ситуации, мне, кстати, спрашивали девочки об этом. Вот я приезжаю в Симферополь ночью, что мне делать? Например, чтобы добраться до там Судака, Евпатории, Ялты, нужно на следующий день ехать. Такая ситуация. Это я варианты подбираю. Ну, они хохочут, говорю, лапопейся, сын говорит, ты нас обозвала сейчас, точно. Читали, как в чате девочка писала, ну вот у нас и началась настоящая лапопейся, когда эти расчеты, кокетки стали делать. Саша, ты бомба, Яна, спасибо. Просто у нас еще есть такая проблема, Саша, что у нас, повторюсь, мы живем в Симферополь за городом, и к нам из друзей никто не хочет ехать. Потому что очень далеко, потому что для нас, для симферопольчан, это очень далеко, когда ехать из центра полчаса, это прям, ну вообще, ну такая окраина, ну что, прям деревня настоящая, ну мы как бы в деревне и живем, но и поэтому все говорят, ой, нет, давайте лучше в центре, лучше вы к нам, ля-ля-ля, никто не хочет ехать. Мы любим, чтобы у нас были гости, но, к сожалению, вот у нас гости не часто бывают, кроме родителей, поэтому еще вдвойне будем рады, если кто-то из вас соберется. Сейчас приезд из России в Крым нужен загранпаспорт или как? Нет, только внутренний российский паспорт. Из Украины тоже внутренний украинский паспорт, а для деток загранпаспорт украинский. Если вы из Украины едете и вы прописаны в Украине, тоже просто внутренний украинский паспорт. Саша такая душевная, спасибо. Всего полчаса, да. На автобусе ближайшее море. Кстати, неплохое место там. Не скажу, что самое лучшее, но неплохое. Вообще интересно, у меня все любимые блогеры по кулинарии, по тренировочкам из Украины. Вы тоже считаете тот край? Ну да, в принципе, да, потому что для меня Украина родная и Россия родная. Россия родная даже не потому, что родная, а потому что у меня родственников очень много в России, у меня мама из России, и как-то всегда это было таким единым целым. Вот. А Украина родная, потому что я там каждый кустик уже знаю. Так тоже получилось интересно, что до 14 года я была в Украине, может, раза 3, может, даже и того меньше. А вот как раз после 14 года, когда появилась граница, я начала туда ездить по несколько раз в год. Бывает и по 2, по 3, и 1 год я, по-моему, 4 раза или 6 раз я ездила, я не помню. Вот как-то так появляются какие-то дела, и мы ездим. Как в Крыму насчет медицины? Ну, как везде, есть больницы государственные, есть частные. Ну, как везде, не знаю. У меня мама в больнице работает, но она работает в реанимации. Насчет медицины много могу рассказать, но это такая, знаете, тема не для прямого эфира. Маленьким украинцам тоже паспорт. Деткам, ой, осталось 30 секунд, прощаемся. Деткам нужен загранпаспорт, да, если вы едете из Украины в Крым, прописаны в Украине, детский загранпаспорт нужен. Если вы взрослый, у вас есть внутренний паспорт, там вам 16 лет, тогда нужен только внутренний паспорт. Все. 10 секунд осталось. Прощаюсь, да, ой, до субботы, наверное. Смотрите мои профиль, я буду писать, когда эфир следующий. Все, пока. Так, тут.